Друзья, всем привет! Готовлю очень вкусный конопляный кето-чизкейк с ярким и насыщенным вкусом конопли. Это идеальный чизкейк для любителей нежных десертов без сахара и без муки. Чизкейк отлично подходит для всех, кто ограничивает углеводы в своем рационе или придерживается кето, а также при непереносимости глютена. В этом десерте замечательно сочетается миндальный корж, сливочно-конопляное суфле, конопляной глазурью. В воду всыпаю желатин, перемешиваю тщательно венчиком. Оставляю на столе для набухания. То же самое необходимо проделать с желатином для глазури. В сковороду, установленную на плите, всыпаю миндальную муку. Постоянно помешивая лопаткой, обжариваю миндальную муку до золотистого цвета. Очень важно обжаривать на слабом огне, чтобы миндальная мука не подгорела. Готовая миндальная мука получается золотистым оттенком. В горячую миндальную крошку добавляю сливочное масло, вымешиваю лопаткой, чтобы масло полностью разошлось в миндальной основе. В качестве подсластителя я использую вот такой сироп стевии, вы можете использовать свой подсластитель. Добавляю подсластитель в песочную основу. Миндальную основу интенсивно перемешиваю, чтобы подсластитель равномерно распределился по песочной основе. В форму для выпекания выкладываю всю песочную основу. Распределяю песочную основу по форме лопаткой. Утрамбовываю песочную основу рукой, можно и стаканом. Форму с миндальным коржом убираю в морозильную камеру. Сливки для суфле не менее 33% жирности, творожный сыр не менее 60% жирности. Постоянно помешивая, прогреваю творожный сыр в сотейнике на умеренном огне, чтобы он стал очень мягкий и пластичный. Вливаю сливки и тщательно вымешиваю уже без огня, чтобы получилась однородная творожно-сливочная основа. Добавляю подсластитель и перемешиваю, чтобы подсластитель равномерно распределился по творожно-сливочной основе. Добавляю набухший желатин и перемешиваю, чтобы желатин полностью растворился в теплом суфле. Сливочная основа гладкая и без крупинок. В сливочную основу добавляю конопляную пасту. В качестве конопляной пасты у меня очень густой и вкусный урбич и семян конопли. Рекомендую конопляный урбич этого производителя. Данный конопляный урбич не подвергался окислению и не нагревался до высоких температур. Холодный способ на каменных жерновах сохраняет все питательные свойства семян конопли. Перемешиваю венчиком, чтобы конопляная основа полностью вмешалась в сливочную. Если конопляно-сливочная основа загустела, просто подогрейте ее в микроволновой печи. Сливочная основа на конопляных семенах готова. Она гладкая и однородная. Выкладываю всю сливочно-конопляную основу в форму с установленной ацетатной лентой поверх застывшего коржа. И распределяю суфле по форме. Форму с чизкейком убираю в холодильник минимум 1,5 часа, чтобы суфле застыло. Для глазури сливки и желатин необходимо разогреть до горяча. В конопляный урбич добавляю подсластитель, горячие сливки, горячий желатин, тщательно перемешиваю, чтобы получилась однородная конопляная глазурь. Выкладываю конопляную глазурь в форму поверх холодного суфле. Круговыми движениями распределяю конопляную глазурь по поверхности конопляного суфле. Форму с чизкейком убираю в холодильник, чтобы глазурь полностью застыла. Перед извлечением чизкейка рекомендую форму убрать в морозильник на 15 минут. Тогда миндальная основа не будет осыпаться при отсоединении чизкейка от дна формы. Конопляный кето-чизкейк получился с насыщенным ароматом конопли. Конопля очень сильно чувствуется при каждом откусывании. Песочная основа очень сильно дает вкус миндаля, благодаря тому, что миндальную муку я предварительно обжарил и даже напоминает чем-то марципан. Очень приятно, что нет тягучести, как иногда бывает в муссовых тортах. Здесь все пропорции подобраны идеально. Конопляный кето-чизкейк – это лучший выбор для любителей качественных десертов без сахара и без глютена. Готовьте со мной на канале вкусные и полезные рецепты. Увидимся в следующем видео. Приятного аппетита!